Знание закона кармы является первым шагом, который необходим любому индивидууму, чтобы не грешить и действовать в своей жизни, руководствуясь божественными принципами. Поэтому основной задачей каждого из нас в ближайшее время будет задача ознакомления как можно большего количества людей с законом кармы или воздаяния. И самым лучшим будет ваш личный пример, который вы покажете вашему ребенку, вашей семье, вашим коллегам по работе. Отрицательная энергия не может исчезнуть сама по себе, но энергия ваших молитв может растворить отрицательную карму точно так же, как и ваши визуализации. А энергия благой кармы, которую вы создаете вашими правильными действиями, может быть направлена по вашей просьбе на облегчение кармического бремени и на то, чтобы отработка кармы прошла для вас по самому легкому пути. Вы обязаны отработать карму ваших неверных поступков. Но вы можете отработать эту карму, например, упав или получив перелом, или просто отделаться легким ушибом или синяком. Ваша задача заключается не в том, чтобы нагрешить и потом замолить свои грехи. Ваша задача заключается в том, чтобы не творить новой кармы. Старую карму в той или иной форме вам все равно предстоит отработать. Поэтому следите внимательно за тем, чтобы не создавать новой кармы. Вы создавали вашу карму в течение миллионов лет и в течение ваших бесчисленных земных воплощений. И вы желаете избавиться от вашей кармы мгновенно? Если бы закон позволил вам испытать последствия возврата вашей кармы мгновенно, то ни один человек не выдержал бы и доли секунды от навалившейся отрицательной энергии. Она буквально разорвала бы вас и ваши тела. Поэтому закон кармы возвращает ваши кармические долги для исполнения постепенно, на протяжении значительного промежутка времени. Поэтому настраивайтесь на ежедневную работу. Чудеса в вашей жизни возможны. Но вы сами создаете предпосылки для чудес в вашей жизни. «23 числа каждого месяца вам предоставляется возможность отработать карму последующего месяца с помощью чтения молитв, велений, розариев или мантр. Используйте те молитвы и те веления, которые вам привычны. Самое главное – это настрой вашего сознания. Вы должны быть устремлены всем вашим существом на объединение ваших личных усилий с усилиями тысяч светоносцев, расположенных по всему земному шару. Представьте себе, сколько света будет высвобождено в эти дни, и весь этот свет будет направлен в соответствии с вашими призывами, которые вы сделаете, и будет усилен столько раз, сколько человек примет участие в этом бдении 23 числа каждого месяца. И если вы не привыкли к молитвенному ритуалу, то вы можете выделить этот час и посвятить его особо данному ритуалу. При этом вы можете делать ваши ежедневные дела, например, убирать вашу квартиру, или работать на вашем участке земли, или просто работать на вашем рабочем месте. Но вы должны постоянно находиться на максимально высоком, доступном вам уровне сознания и посылать всю энергию, которая в этот момент поступает в ваши тела из божественной реальности для трансмутации кармы последующего месяца. Делайте обычную, привычную для вас работу в течение дня и при этом постоянно визуализируйте, как энергия поступает в ваше сердце по кристальной струне, и вы своим вниманием направляете ее в те ситуации в вашей жизни и в жизни планеты, которые требуют преобразования. Пусть даже вы не знаете, как решить проблемы, которые стоят перед вами в вашей жизни. Просто посылайте божественную энергию в эту ситуацию и просите, чтобы эта энергия была использована для божественного разрешения данной ситуации. Если вам позволят ваши жизненные обстоятельства, то вы можете уделить этому бдению более чем 1 час, столько, сколько не будет обременительно для вас. Помните,
что от чистоты ваших мотивов и чистоты ваших сердец зависит тот поток божественной энергии, который вы будете посылать и который будет приумножен. Если вы попытаетесь использовать эту диспенсацию для решения своих корыстных целей и для сведения своих личных счетов, то вы создадите карму, которая также будет приумножена в соответствии с количеством людей, участвующим в этом бдении. Поэтому, если ваш мотив недостаточно чист, то лучше воздержитесь от участия в этом бдении. К сожалению, таково свойство нашего мира, и любая диспенсация, любая божественная милость является палкой о двух концах. Потому что наш мир является тем местом, где происходит отделение зерен от плевел, и мы сами своими действиями производим отделение всего, что от Бога, от всего, что не от Бога, внутри себя. И для одних эта диспенсация приведет к беспрецедентному росту их сознания, в то время как для других произойдет окончательный выбор, кому они служат. Вы можете даже не задумываться над тем, куда будет направлена ваша энергия. Энергия будет использована наилучшим образом. Просто пожелайте отдать вашу божественную энергию в этот день для трансмутации вашей личной кармы, кармы страны, кармы планеты. И чем более бескорыстно вы будете жертвовать вашу энергию, тем более быстро и верно разрешатся все кармические ситуации в вашей жизни. Позвольте высшему закону использовать вашу энергию. Не ставьте перед Богом условия, как бы вы хотели, чтобы ситуация была решена. Бог дает возможность всем исправить любые ошибки. Только пожелайте всегда следовать воле Бога. Даже если вы привязаны болезнью к постели или инвалидной коляске и у вас нет возможности не читать молитвы, не работать, то просто пошлите свою любовь тому владыке, с кем вы чувствуете особую связь. Ваша любовь представляет собой лучшую и самую чистейшую энергию, которая будет приумножена всенепременно.